В мире есть места, которые не найдешь на картах. Но они есть. Надо просто поискать. Фридайвер и охотник за сокровищами по имени Райан нашел в реке с помощью металлоискателя телефон Samsung. И прежде чем я продолжу, хочу спросить у вас, а знаете ли вы, что стоимость гаджета не гарантия его надежности и удобства? И так везде. Например, классные наушники можно купить в 4 раза дешевле понтовых Apple AirPods. Вот вам CG Pods от тюменской компании Case Guru. Количество функций в разы больше, чем у яблок. Главное — это влагозащита. CG Pods можно мыть под краном и даже в душе. Еще радует то, что у них отличные звуки и автономность 20 часов. Заряжаются они в оригинальных кейсах. К слову, CG Pods Lite самый маленький в мире кейс антистресс с магическим щелчком крышки. Как коробочка для кольца, девушки в восторге. А кейс CG Pods 5.0 из авиационного алюминия и выдерживает до 220 кг. У модели 5.0 сенсорные, а у Lite механические кнопки управления прямо с наушников, доступно 11 команд. Продаются они в белом и черном цвете и благодаря конструкции отлично сидят в ушах. Тюменские CG Pods уже вошли в топ-5 наушников в России. Купить их можно только онлайн, 3500 рублей, честная прямая цена без конских наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии, а если что, просто обмен на новые без ремонта. Ссылка на официальный магазин производителя и код «Взрыв мозга» на скидку 200 рублей в описании. А также нашел много различных солнцезащитных очков. Мужчина из Великобритании во время пляжного поиска нашел фотоаппарат. Вернувшись домой, мужчина вынул из фотика карту памяти и проверил ее на ноутбуке. Она оказалась исправной, на ней было много музыки и коротких видео. Видимо, из-за того, что слот для карты памяти был герметично закрыт, карта не пострадала. – 14 января 2020 года в Литве нашли необычную контрабанду из Белоруссии. Литовские таможенники задержали партию железобетонных изделий, которые перевозились по железной дороге. Подозрение у таможенников вызвала серьезная разница в весе отдельных блоков, которая достигала 100 кг. Представители таможенной службы решили просверлить один блок, и их опасения подтвердились, блоки оказались пустотелыми. В результате при помощи кувалд, перфораторов и отбойного молотка из блоков достали 30 тысяч пачек сигарет различных марок, произведенных в Беларуси на сумму 106 тысяч евро. Впоследствии весь контрабандный груз был уничтожен. В Уэльсе, Великобритания, на берегу южного пляжа Брод-Хейвен в Пембрукшире обнаружили тушу неизвестного существа длиной 7 метров и весом не менее 4 тонн. Идентифицировать существо не получилось, поскольку у него отсутствовала голова и конечности, а степень разложения была крайне высокой. Чтобы определить, кто это, образцы тканей отправили на экспертизу специалистам Музея естественной истории и Лондонского зоопарка. Как рассказал журналистам Мэтью Уэстфилд из британской программы изучения китообразных, животное погибло в море, после чего его вынесло приливом на берег уже в полуразложившемся виде. Пока эксперты изучали останки, появились предположения, что выброшенное на берег существо – гигантская акула. Судя по фотографиям, мы изначально так не думали из-за его размеров и из-за того, что гигантские акулы редко встречаются на пляжах вокруг Уэльса, пояснил сомнение Уэстфилд. Он добавил, что сначала они думали, что это кит, однако приехав на место, поняли, что ошиблись, поскольку запах кита отличается от того, какой шел от находки. Это был запах тухлой рыбы. К этой версии ученых склоняется и структура костей существа, которая больше характерна для рыбы. Гигантская акула, о которой говорит Уэстфилд, это второй по величине вид акул, который уступает по параметрам только китовым акулам. Существуют особи до 9 метров в длину. Они едят планктон и в целом не опасны для человека.
Мужчина из США ехал по какой-то заброшенной дороге и увидел на обочине в траве брошенный мотоцикл без заднего колеса. It's like a motorcycle out here. Somebody just dumped a motorcycle. Trying to figure out why they would just dump the motorcycle out here. This is crazy. There's a motorcycle out here. Как минимум, его можно взять и сдать на металл или продать по запчастям. Мужчина не показал на видео, забрал он себе мотоцикл или нет. Американский охотник за пляжными сокровищами нашел с помощью металлоискателя золотой браслет весом 14 грамм. Oh my god. Guys, are you seeing that? Oh my god. Oh my god. Look at the Chanel link. Также нашел 2 серебряных кольца 925 пробы. Silver toe ring. Not a quarter, guys. Look. Another silver ring for Derek. That's ring number 2 for the day. На пляже Вирджинии дайверы обнаружили затопленный автомобиль. Машину достали из воды на Карибском проспекте недалеко от залива Руди. Полицейские сообщили, что автомобиль был украден и подозревается некий Лейтон Пикул, которого они задержали. Выяснилось, что Лейтон совершил угон авто вместе с несовершеннолетним парнем и сел пьяным за руль. Свидетели рассказали, что где-то в 2 часа ночи слышали, как на огромной скорости что-то влетело в воду. Они даже сначала подумали, что это, возможно, какой-то самолет упал. А потом уже когда выбежали, увидели, как из воды выходили 2 парней. Мужики из Великобритании закидывали поисковый магнит в водоем и зацепили что-то тяжелое. Это оказался мотоцикл. Они вытащили его с помощью крюков и ручной лебедки. Мужчины решили забрать мотоцикл себе. Погрузили его на прицеп и уехали. Приехал копать металлолом. Дмитрий из города Аркалык, Казахстан, который занимается поиском черного металла и ведет YouTube канал Дима Кладова, обнаружил в поле с помощью металлоискателя что-то большое. Офигеть, как сигналит. Когда начал раскапывать, это оказался москвич. Ух ты. Туда земля просыпается. Фонарика нету посветить, а земля туда просыпается. На то, чтобы откопать машину, ушло много времени и сил. Нашел машину. Вот так оно здесь все выглядит. Я уже выкопал вот столько. Вытаскивали автомобиль с ямы трактором. Вот это круто! Просто офигеть! А потом взяли на буксире и оттащили домой.
Пользователь сайта Imager с ником Gzarmat и его жена переехали в новый дом. Пока кругом царил полный кавардак, они поставили коробки с кабелями и мелкой электроникой за дверь кладовки. А потом, убрав те коробки, супруга увидела какую-то скобку на полу. Это оказалась ручка для открывания небольшой потайной дверки. «Ты не знал, что у нас тут есть люк?» – спросила она у мужа. Удивительно, что они не заметили его сразу. И, конечно же, поспешили открыть. К их великому разочарованию внутри ничего не было, если не считать пыльного пластикового пакета. И тут они заметили с краешку старинный деревянный сундучок. Он оказался довольно тяжелым, внутри определенно что-то было. Сундучок был плотно закрыт ключом. Задачу решили варварским способом, отверткой и молотком. Бинго и вуаля! Внутри обнаружили коллекцию монет всех времен и народов и еще один крохотный сундучок. Были довольно любопытные экземпляры возрастом более 100 лет. 1885 год. 1 цент 1859 года. Монетки из Японии и разных других стран. Кое-что обнаружилось и в подкладке сундука. Голографическая коллекционная карточка «Серебряный серфер». Пришло время заглянуть в маленький сундучок. Он тоже был заперт. Да еще на такой чудесный замочек. К счастью, ломать его не пришлось, обнаружился ключ. Внутри находились несколько мешочков из ткани, в которых хранились удивительные старинные часы и золотое кольцо с эмблемой девушки-скаута. Тот, кто спрятал этот клад, явно был настоящим коллекционером. Интересно, сколько все это богатство может стоить? А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга, интересное рядом. Пока.